Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. Добрый вечер. Товарищи, все свои силы мы намерены сконцентрировать на двух взаимосвязанных направлениях. Одно из них – коммунистическое созидание, другое – упрочение мира. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 ноября 1982 года в 8 часов 30 минут утра скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Рабочий, воин, коммунист. 1000 верст прошел он дорогами войны и мира. А теперь ему предстоял последний, короткий, меньше 2 километров путь от Дома Союзов до Красной площади. Товарищи, тяжелая утрата постигла нашу партию. Прощай, дорогой Леонид Ильич. Память о тебе никогда не угаснет в наших сердцах. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Юрий Владимирович Андропов. В этот горестный час прощания с Юрием Владимировичем хочу высказать самое глубокое соболезнование его семье и близким. Прощай, наш дорогой друг, товарищ Юрий Владимирович. Твой светлый образ навсегда останется с нами. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что скончался генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Константин Устинович Черненко. Информационное сообщение о пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Генеральным секретарем Центрального комитета КПСС пленум ЦК единодушно избрал товарища Горбачева Михаила Сергеевича. Горбачев особенно хорошо смотрелся после этих умирающих, дряхлых старцев
позднего советского политбюро, которые уходили из жизни один с другим через краткий промежуток времени. Как личность он был уже интересен сам по себе, потому что он был своего рода самородок из крестьян, из ставропольской деревни, с безусловными талантами, способностями, энергиями. Из своего Ставрополья прийти и поступить на юридический факультет МГУ, это как минимум надо было обладать, если уж не большим кругозором, но амбициями и упорством. Горбачев, который говорил без бумажки, уже этим вызвал потрясение среди народа. Оказывается, можно без бумажки говорить. То уже потом стали слушать, что. А вот вообще сам факт, как это? Внятно, быстро. Вот это государственный подход, товарищи. Это творческое отношение к делу. И я думаю, это мы должны с вами приветствовать. Горбачев был такой говорун. Это был тоже советский дискурс, но он был живой. И он работал на некотором таком контрасте. Держитесь ближе к народу. Мы ребята вас... Ну куда ближе? Он внезапно принял решение о том, что люди могут говорить вслух то, что думают. И за это не арестовывают, не сажают в тюрьму, не расстреливают, а даже не выгоняют с работы. Я думаю, что если мы от этого откажемся, от того, чтобы это двигать процесс гласности, критики, самокритики, демократии, перестройка погибла. Можно же сегодня и похоронную выписывать. Перестройка была просто временем, когда можно было дышать. Москва вспоминается очень красочной, очень нервной, возбужденной, тревожной. Вы читаете Ленина сначала, а потом Путин говорит... Я читал Ленина, что там? Он говорил, что социализм – это общество свободных кооператоров. А каких? Кооператоров. Кооператоров, цивилизованных. Так вот вы почитайте Ленина, он сказал, что социализм – это цивилизованный капитализм. Вот так, вот почитайте. В метро, в трамвае, в автобусе, в троллейбусе все читали толстые журналы, все читали литературную газету, все читали «Новый мир». Я не говорю про «Огонек», который каждый раз печатал какой-то скандальный материал. А в чем была его скандальность? Этот материал разрушал советскую мифологию. Это была какая-то истина про концлагеря, про реалии войны Великой Отечественной. Чего там только не было. Ныне как бы заново открывается прошлое. Не стало запретных тем в настоящем. Люди сообща намечают пути в будущее. Они хотят знать правду, и потому резко возрос интерес к публикациям в газетах и журналах. Свобода прессы тогда появилась, свобода митингов тогда появилась. То есть свободу дал Горбачев по-крупному. И, может быть, это вот, если брать прессу, то это был медовый месяц свободы. Не просто сняли цензуру, а продолжали держать на госбюджете. Для меня это было самое лучшее время, потому что все эти муки с постоянным идеологическим контролем, беседа с редакторами, худсоветы, это все так надоело. И когда все это рухнуло, и все эти товарищи, которые нас не пущали и контролировали, вдруг разулыбались. Говорите, Андрей Вадимович, ну смотрите, как хорошо-то, времена-то изменились. Но вот теперь совсем другое дело. Какие же гады, Господи Боже мой, а? Ни стыда, ни совести. Могут так, а могут иначе. С одной стороны, Михаил Сергеевич был очень открыт, он очень любил СМИ. С другой стороны, люди, которые работали вместе с ним, были чрезвычайно чувствительны ко всему тому, что говорилось и произносилось в тех же самых СМИ. Это касалось прежде всего, конечно, телевидения. На страницах газет, журналов, по радио и телевидению появляются призывы к чистке партии. В этой связи мы считаем, что принятие закона о печати, определяющего как права, так и ответственность средств массовой информации за объективность и достоверность помещаемых публикаций исправило бы многие сегодняшние недостатки. Я разочаровался в Горбачеве в мае 1986 года, когда он описывал, что такое Чернобыль.
Серьезность обстановки была очевидной. Надо было срочно и компетентно оценить ее. Конечно, Чернобыль был катастрофой невиданного масштаба. Может быть, самая большая техногенная катастрофа в истории человечества вообще. И люди осознали, они поняли, что, может быть, не сразу, но позже, что вместо того, чтобы максимально быстро объявить о том, что случилось, реально случилось, и начать эвакуацию людей из мест, которые были заражены радиацией, власть скрывала информацию, и более того, известный очень печальный факт, что в Киеве вывели на первомайскую демонстрацию людей для того, чтобы показать, что ничего не произошло, как будто ничего не произошло, и подвергая фактически участников демонстрации смертельной опасности. И все это, конечно, не могло не подрывать доверие к власти. То есть на первом этапе нравилось, потом стало вызывать беспокойство, потом уже сомнение, а что он вообще делает, Горбачев? Вот как охарактеризовал Горбачева как проект и как фигуру французский президент Франсуа Миттеран. Он сказал, Горбачев – это человек, который, придя в дом, уже, значит, покосившийся, устаревший, решил покрасить стены, так сказать, обновить фасад и его облик. Для этого их надо было почистить. Начав их чистить, он убедился в том, что они трухлявые. Значит, надо было начать их менять. Потом, после стен, дело дошло до перекрытия. А когда занялись перекрытием, то поняли, что нельзя обойтись без фундамента. Потому что система не та. И в управлении экономикой, и в управлении обществом в целом. Нужна вот то, о чем мы сегодня говорим, и то, что мы делаем 3 года подряд. Идти этой дорогой, я убежден, мы на правильном пути. Я как-то ему навстречу говорю, скажите, Михаил Сергеевич, как жить в квартире, если вы ремонт начали во всех комнатах? Ведь корабль государственный нельзя загнать в док. Он каждый день должен возить, охранять, топить, лечить. Он обязан. Вы не можете ее остановить ни на секунду. А вы ломаете руль управления. КПСС – это не партия. Система государственного политического управления. И искреннее желание Горбачева с 1985 года предложить постепенный путь, скажем, освоения вот этих сложнейших ценностей, да, свобода слова, свобода выбора, расширение прав республик, перераспределение полномочий между спецорганами, силовыми структурами в пользу зачаточных структур гражданского общества. Вот в этой части новое политическое мышление Горбачева было в высшей степени передовым и правильным, и благородным. Но дальше он начал спотыкаться вот об эти привычки свои заскорузлые. Я когда попал в ЦК, то я никак не мог понять, а в чем, собственно, заключается план игры. То есть было ясно, что идет демонтаж системы, но я совершенно не понимал, что за этим последует. По наивности я думал, что у руководства есть план. Ну, через несколько месяцев работы в ЦК я в ужасе убедился, что никакого плана нет в помине. Просто его нет. Недаром огромное количество каких-то анекдотов про говорливость Горбачева возникло. Он говорил, и ничего не происходило. Более того, было хуже. Партия должна возродить себя на ленинских принципах как политический авангард, развернуть свой потенциал. И это ждет общество, это ждет весь социализм, я вам скажу, весь прогрессивный мир. Я могу согласиться, что первый руководитель может не уметь очень образно, ярко говорить, но он обязан видеть до горизонта, обязан понимать логику развития событий и тех преобразований, которые ты предлагаешь. Но сегодняшняя ситуация драматична. Деформации в экономике, давит дефицит, разбалансированность рынка. У государства не оказалось стабильной экономической базы, чтобы создать нормальные условия для жизни людей.
то время было, конечно, шоковое. Я помню, мы шли с женой в магазин и гадали, дадут ли нам разрешение взять 3 батона. 3 батона хлеба, потому что в одни руки давали 1 батон. Время было, в общем, очень тяжкое. Была талонная система, не было ни молока, там, ни колбасы, ни каких-то детских товаров. Жена занимала в 4 часа очередь за продуктами. Людей злило то. Почему я мыло и порошки должна по талонам покупать и еще с каким-то жуликом взятки давать? В Москве было очень тяжелое положение. Продовольствия не хватало. Табак исчез. Спиртное исчезло. Хлеб на пару дней оставался. Вы посмотрите, когда ничего нет. Вы вот просили меня... Я хотела взять сестре 87 лет, она не ходит. И хотела купить пирожное. И чай попить с ней. Стало постепенное ощущение, что все было хорошо, да, но что-то пошло не так. Потому что когда выдвинули лозунг перестройки и ускорения, то это вызвало ощущение шизофреничности. Потому что нельзя перестраивать ускоряя, и нельзя ускоряя перестраивать. Нельзя чинить мотор машины на ходу, да. Конечно, экономическая ситуация в стране в эти годы не то что улучшалась, а просто ухудшалась. И на фоне этого у Горбачева было не так много сторонников в Политбюро, в ЦК партии, вообще во власти. И в основном, можно сказать, что это были люди старой формации, которые не были готовы ни психологически, ни морально к переменам. И не то, что они не были готовы, они даже блокировали перемены всячески разными способами. Поэтому, конечно, в этот момент Горбачеву были нужны новые люди, которые были бы готовы и поддержать его реформы, и одновременно такие люди, на которых он мог бы положиться. Я помню первый раз, когда члены предколлегии «Комсомольской правды» обсуждали, что вот где Горбачев забрал Ельцина из Свердловска. Ну, этот мужик покажет. Это такой человек, это, в общем, там такой прямой, такой резкий, решительный. И пошли слухи, что Ельцин заходит в магазины, что-то там сам проверяет, спрашивает, ездит в общественном транспорте, сам один, без охраны. Ой, я извиняюсь, я присутствую. Я, по крайней мере, в своем выступлении хочу сделать поворот в этом отношении, как всегда, в пользу социальной справедливости, социального равенства. Пришел совершенно какой-то немыслимый, не номенклатурный вроде бы человек, который ездит в троллейбусе, носит советские ботинки, живет довольно скромно и собирается в Москве что-то преобразовывать. На каком-то этапе была ослаблена требовательность в горкоме партии к своей работе. В стиле работы сложилась обстановка парадности, не давалась объективная оценка многим процессам, которые и замечались не вовремя, и затушевывалась их острота. Он был настроен так, по-революционному, как преобразователь. Он сменил такого, ну, то, что называется хардлайнер, то есть такого консервативного политика Гришина, который много-много лет руководил Московской парторганизацией. На уровне города, для жителей города, это, конечно, появление нового руководителя после долгих лет Гришина. Это было что-то, от чего ждали изменения ситуации к лучшему. Если брать производство, он как производственник довольно эффективный. А если брать как политик и человек, который должен иметь хорошие мозги, он не читал ничего ни из Ленина, он не знал, каким образом решаются национальные проблемы. Он для большой, серьезной управленческой работы был не готов. Началась очень жесткая кадровая смена. Практически все московские райкомы сменили своих руководителей. То есть, как сейчас бы сказали, началась движуха. С этими кадрами не только перестройки, а вообще задач не решить.
С 33 секретарей райкомов он убрал 23. Я рассчитал, что я 3 года могу выдержать такого режима. И за 3 года этот большой ржавый маховик немножко сдвинуть. А когда его такой крупный маховик сдвинешь, он потом пойдет, уже, так сказать, набирая инерцию. Он был настоящий русский человек. Поговорить – поговорить. Поиграть, спортом заняться – пожалуйста. Выпить – выпить. Закусить – закусить. Честно, прямо сказать в лоб. Сказать. Извините, мне в морду дать, значит, в морду дать. Первое выступление Бориса Николаевича, особенно такие эффектные, типа проезда в троллейбусе по Москве, мне казались скорее популизмом, чем какими-то такими взвешенными, продуманными действиями. А, конечно, он в чем-то был популистом. И любой успешный политик обязательно в чем-то популист. А как иначе? А как завоевать, так сказать, любовь или поддержку народа? Приходится. Но он делал это чрезвычайно умело. И весь его облик такого русского богатыря, это тоже вообще, в конце концов, он это использовал. Надо быть идиотом, чтобы не пользоваться этим. Вопрос к вам, Борис Николаевич. Смирнов Виталий Михайлович, госпитальный вал, дом 3. Зачем вы каждый свой, даже обычный поступок окружаете шумной рекламой? Почему, например, ваше рядовое посещение поликлиники, как вчера, становится известным прессе и сопровождалось корреспондентами? Ну, я бы думал, что надо вообще прежде всего спросить прессу и корреспондентов, поскольку я это дело не организовывал, и когда они ждут у подъезда, то мне тоже неприятно. С одной стороны, у него звериное чутье было на власти. С другой стороны, абсолютно неуемные амбиции. Мои люди и ребята играли с ним вместе в волейбол. Если проигрывал, то он начинал третировать и преследовать даже, с кем вместе играть. И это все проявлялось в Москве. Я видел на глазах, как это происходило. Печально и грустно. Я считаю, что Борис Николаевич Ельцин был политическим животным. Это был человек в высокой степени одаренный политическим чутьем. К Горбачеву уже привыкли, и он уже стал как бы забалтывать вот весь политический процесс, который происходил. Михаил Сергеевич воспринимался нами всегда как болтун. Горбачев не знал, что делать, откровенно. Горбачев по-прежнему оставался под гипнозом социализма с человеческим лицом. А у меня складывается впечатление, что Ельцин уже к тому времени понимал, что это тупик. Когда такого масштаба происходят события, ключевым фактором для политика является его способность мыслить адекватно времени. К сожалению, Михаил Сергеевич продолжал сохранять вреднейшую иллюзию о обновляемом социализме, значит, в том числе и с какой-то коммунистической КПССной составляющей. Справедливости ради надо сказать, что Горбачев со всех сторон был обложен, назовем их ретроградами, старыми аппаратчиками, такими людьми, как Лигачев, Лукьянов, Рыжков. Поэтому он вынужден был постоянно на них оборачиваться, заговаривать им зубы, как-то маневрировать, искать возможность провести в жизнь хоть какие-то реформы, вопреки их противодействию. Тогда, Горбачев был, можно сказать, один, достаточно одинокий. Был там Александр Николаевич Яковлев, был там Анатолий Сергеевич Черняев. Были такие хорошие люди вокруг, но особо ничего они не решали. Вот весь аппарат, заведующий отделами, заместитель заведующий отделом ЦК партии, они все были такие из такого серьезного прошлого, с такого кондового, можно сказать.
у него как бы не было твердой опоры. У него под ногами была такая болотистая почва. Почему он неуверенно держался, особенно в конце 80-х годов? Это судьба, трагическая судьба любого такого руководителя, который пытается балансировать и считать, что и должен как-то вычислять почти что на пальцах. А вот этот объем перемен, готово ли общество его переварить или надо осадить назад? А для того, чтобы все не пошло в разнос, он как на дудочке кобру, вот так приблизительно Горбачев вот этими своими словами и вот этой самой дудочкой, эти слова, мы знаем, все буквы знакомы, но общий смысл не всегда понятен. Вот он заговаривал эту страшную историю под названием партии, эту жуткую историю под названием спецслужбы, а Ельцин посчитал возможным для себя пойти совсем другим стратегическим путем. Вот их отличие. Ельцин был свободен от тех тисков, в которые был зажат Горбачев. И уже тогда он мог себе позволить высказывать намного более радикальные вещи, которые на несколько лет опережали сознание советских аппаратчиков того времени. Он был очень нелюбим в Политбюро. Он был кандидатом в члены Политбюро и постоянно со своими оценками выступал. Оценки резкие, жесткие, объективные. Конечно, это людям нравилось, но очень не нравилось партаппаратчикам. Этот конфликт, который назревал и который потом в конечном счете разразился между Ельциным и всем составом Политбюро, возглавлял со стороны Политбюро Егор Кузьмич Лигачев. Я прежде всего за социалистическую перестройку. Я за обновление общества на путях к социализму. Все это копилось на душе, и, видимо, не выдержал уже его и терпение, и нервы. Ельцин почувствовал, что ему трудно работать с Лигачевым, что дело не движется, что все его старания уходят в песок. И в сентябре 1987 года Борис написал письмо генеральному секретарю, который был в отпуске в это время. Пожаловался, что он не получает поддержки со стороны секретариата. Секретариатом как раз руководил Егор Кузьмич Лигачев. Он написал заявление, чтобы его освободили от секретаря Московского горкома партии и вывели из кандидатов в члены Политбюро. Когда Ельцин направлял письмо Горбачеву в Крым, он, наверное, рассчитывал на какой-то глубокий двухсторонний разговор. Проходит неделя, он его не приглашает, проходит другая, он его не приглашает. И не вызывает его, и не звонит ему, а сам он боялся позвонить. Бежал к телефону, если прямой телефон звонил, чуть там стул не падал. Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич. По фамилии он его никогда не называл, даже в разговорах. Он все равно Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич. 2 года обожания. Когда я находился в отпуске, я получил личное письмо от товарища Ельцина в августе, в котором он поставил вопрос об освобождении его от должности первого секретаря горкома партии. Я счел необходимым не спешить, внимательно разобраться с этим, даже никому не показал это письмо, и Политбюро даже не знали существования этого письма. А тут уже должен был пройти октябрьский пленум ЦК. Он так его до пленума и не поговорил с ним. Горбачев уклоняется от личного разговора с Ельциным. Человек открывает ему душу. Человек находится в сложном состоянии и не только эмоциональном, не только по ситуации там, роли, да, но еще и таком духовно-психологическом. А другой человек не обращает на это внимания, оставляет его один на один вот с этой мучительной неопределенностью. Москва готовилась к торжествам. Привычно украшалась внешне, как и прежде, из года в год. Но внутри, в людях, в каждом из нас росло ожидание события, ощущение момента истории. Накануне пленума ЦК КПСС в 1987 году
того знаменитого пленума, где папа выступил со своей речью, он сказал нам как-то вечером, что он написал письмо с просьбой освободить его от должности кандидата в члены Политбюро, что, видимо, после этого наша жизнь изменится, что нам, возможно, придется уехать из Москвы. Пленум был посвящен парадному докладу Горбачева к 70-летию Советского Союза. Там никаких таких особых прений он не предполагал. Лигачев так поверх голов сказал, никто больше не желает выступить. Товарищи, таким образом доклад окончен. Возможно, у кого-нибудь будут вопросы. Пожалуйста. Ельцин так не очень уверенно поднял руку. Он что-то хотел сделать, потом как бы самому себе говорил, что не стоит. Но в конце концов, как ни странно, Горбачев, который уже был такой растревоженный, взволнованный, потребовал, чтобы Ельцину дали слово, когда он поднял, значит, руку в партере. Если нет вопрос. Пожалуйста. Товарища Ельцина есть какое-то заявление. Пожалуйста, Борис Николаевич. Ельцин выходит и повторяет общее положение вот этого письма, известного письма Горбачеву в Крым. Я хотел бы высказать ряд вопросов, которые у меня лично накопились за это некоторое время работы в составе Политбюро. Суть его выступления была в том, что нужно менять кардинально систему, потому что система лживая, прогнившая, и все то, что пытается делать Горбачев, крайне недостаточно для того, чтобы реально изменить ситуацию в стране. Ельцин говорил, что перестройка захлебывается и прежде всего внутри партии, и прежде всего внутри высших органов партии. Призыв все время принимать поменьше документов и при этом принимать их постоянно больше, он начинает уже просто вызывать некоторое, так сказать, отношение к этим постановлениям, я бы сказал, поверхностное, что ли. И появляются очень опасные признаки словословия, и в том числе в адрес вас, Михаил Сергеевич. Некоторое время обозначилось определенный рост, я бы сказал, словословия от некоторых постоянных членов Политбюро в адрес генерального секретаря. Основной смысл был в самом поступке. Потому что подобных поступков, честно говоря, я не помнил. Важно было, что он встал. Какая-то критика верхов была вещью абсолютно беспрецедентной, наверное, с того времени, когда Сталин боролся с оппозицией, то есть там с 30-х годов. Мы все время думаем только о себе. Смело выступая где-то, на пленуме ЦК, все думают, что же о себе совсем не думать, его уже скинут с этого поста. Ну и что? И вот этот сам момент, когда вдруг люди поняли, есть альтернатива и есть за кого можно встать. Это был абсолютно решающий момент в политическом будущем Ельцина. И последнее. Видимо, у меня не получается в работе в составе Политбюро. По разным причинам. Я перед вами, так сказать, должен поставить вопрос об освобождении меня от должности, обязанностей кандидата в члены Политбюро. Когда он закончил, значит, все сидели так недоуменно, молча, наступила мертвая тишина. А Горбачев перебрался на председательское место и сказал: Егор Кузьмич, наверное, давайте с этого момента я поведу пленум. Перебрался. Кто хочет выступить? 26 выступлений всего было, таких яростных, уничтожающих. И что поразило больше всего Ельцина, выступали многие из его друзей. Борис Николаевич был, естественно, потрясен тем, что там произошло. Он этого не ожидал. Сердце рвется на части. По двум причинам. Первое, что за страну родную переживаешь, что не все так идет, как хотелось бы, как представляешь себе.
А второе то, что годами работаешь рядом, все там, семьи, товарищи, и вдруг обрыв. С пленума Борис Николаевич пришел, и, я бы сказала, почти убит предательством. Уже на следующий день и Москва, и вся страна начала додумывать ситуацию на пленуме 21 октября 1987 года. Дело в том, что пленум был закрыт. Никто этого выступления не видел и не слышал. Появилось множество текстов выступления Бориса Ельцина. Практически вся проблематика, которая волновала людей, так или иначе оказалась вот в копилке этого якобы ельцинского выступления. Когда я читал эту речь, именно в версии самиздата, она произвела невероятно сильное впечатление, и надо сказать, что она выражала, конечно же, чаяние подавляющего большинства, по крайней мере, моих знакомых. Это подточило ощущение незыблемости, монолитности вот этих вот советских устоев, партийных устоев, однопартийной системы, коммунистической партии, как безусловного выразителя интересов всего народа. Ельцина в конечном счете изгнали. Горбачев ему говорит: я тебя в политику не пущу. Но когда он это говорил, он уже не понимал, что политика перестала быть делом, писанным в канцелярии Старой площади. Она через феномен Ельцина свои границы уже существенно расширила. Ельцина все воспринимали в этот момент, безусловно, как человека, который хочет позитивно воздействовать на систему, который хочет трансформации этой системы. Партия, так сказать, как бы стала, и бюрократический аппарат в особенности стал над народом. Затоптал чувство собственного достоинства человека. Надо его возродить чувство собственного достоинства. После выступления на пленуме понятно, что у всех работающих на телевидении Ельцин, безусловно, был героем, потому что вот это заскорузлое советское воздействие давно всех раздражало, и поэтому все, в общем, были в стане болельщиков и союзников Ельцина. Но даже такой крепкий и сильный, и физически, и морально Борис Николаевич с трудом перенес удар. Ну, используя боксерский термин, он просто пропустил удар. 9-го у него случился сердечный приступ, и его по скорой отвезли в Мичуринскую больницу. Звонок Горбачева. Раздается звонок, и мне говорят, через 1,5 часа пленум Московского горкома партии. И я слышала, что ему говорит Горбачев: вы должны приехать на встречу с Политбюро, а потом на московский пленум. Причем мне сказали, что мне нельзя вставать. Я говорю: так я же не могу. Я встать с постели не могу. Ничего, врачи поднимут. Ну и они мне влили в вену, чего я не знаю. Это отключение корки. Я стала ждать Бориса в больнице. Вдруг я увидела, что едет машина скорой помощи в окно, и Бориса внесли уже на носилках. То есть туда он ушел своими ногами, оттуда он вернулся на носилках. И мы, в общем-то, сошлись на том, что, в принципе, можно поставить на человека крест. Ему не дадут подняться. Что-нибудь ему устроят. Но в лучшем случае мы думали, его пошлют послом в необязательную страну, какую-то там, какой-то степи там монгольские, где он будет послом Советского Союза. Там. Все.
Прошло снова несколько дней, и также звонок Горбачева. Михаил Сергеевич ему говорит: я вам предлагаю работу в ранге министра, зампредседателя Госстроя. Госстрой – это организация, которая разрабатывала нормативы ведения строительных работ. Вот человека, который с такого высокого поста, кандидата в члены Политбюро, отправлялся уже в низы, его нужно было разместить где-то вот на средней полочке. Но по существу, если говорить о политическом весе, политическом влиянии, это почти по нулям, почти пенсия. Сейчас я невероятно переживаю. Мне просто тяжело. Эта работа меня не устраивает. К политической работе меня стараются не подпускать. Папа, конечно, стал изгоем, и от него отвернулись все его бывшие коллеги, друзья, казалось, в то время. Его начали третировать, его пресса, особенно партийная пресса, газета «Правда». Конфликт Ельцина и Горбачева – это конфликт, конечно же, личностный. Ельцин совершенно справедливо говорил о том, что реформа Горбачева непоследовательна, что реформы половинчатые и результата никакого не дадут, что нужно идти дальше. Надеюсь на то, что он все-таки видит, что это последний шанс. И он должен понять, что только переход на радикальные реформы, а не полумеры и компромиссы, могут решить вопросы, могут поправить положение. Процесс перехлестнул Горбачева. Мне говорят, что Горбачев пытается сидеть на двух стульях. Я подтверждаю, что сижу на своем стуле, коммунист, остаюсь им, убежденным. Для кого-то это фантазия и так далее, где-то что-то там летающее. Для меня это цель. Для нас конфликт Горбачева и Ельцина был горьким во многом. Мне казалось, что Михаил Сергеевич недооценил той возможности, которая ему открывалась в союзе с Ельциным. Довольно скоро стало понятно, что этим двум людям в одном пространстве тесно. Кто-то один должен будет уйти. Когда они столкнулись, один руками размахивал и вообще орал гласность и перестройка, и второй. И в результате сшибка двух привела к расколу, в том числе и параличу партии. В обстановке откровенности, в острых дискуссиях и столкновении мнений проходила работа 19-й Всесоюзной партийной конференции. На ставшей знаменитой партконференции в июне 1988 года Горбачев выступил с речью, где он предложил принципиальную вещь. Он предложил отделить партийный орган от советских. Ну, то есть, по сути, это был первый шаг к тому, чтобы партия перестала быть стержнем всей системы государственной власти в СССР. Горбачев предложил реформировать Советскую Конституцию и создать съезд народных депутатов, куда теоретически мог бы избраться любой советский гражданин. Я думаю, что для многих консерваторов тогда эти предложения Горбачева по демократизации власти стали абсолютным сюрпризом. Но это был не единственный сюрприз этой партконференции. Неоднозначной была реакция зала на выступление первого заместителя председателя Госстроя СССР, министра СССР, делегата Ельцина. Также одной из главных причин трудностей перестройки является ее декларативный характер. И как результат перестройки за 3 года не решили каких-то ощутимых реальных проблем для людей, а тем более не добились революционных преобразований. Лигачев задумал конференцию как еще более острую экзекуцию для Ельцина, чем был пленум. Критическому разбору позиций товарища Ельцина посвятил часть своего выступления член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, делегат Лигачев. Нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь.
Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Есть в его выступлении разумные предложения, но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов. Казалось, что его карьера кончена, но как раз это было самое начало его карьеры, потому что ему в Госстрой пошли письма поддержки трудящихся. Пошли не десятками, не сотнями, а курьеры таскали мешками. Много писем стало приходить из разных абсолютно регионов Советского Союза тогда в поддержку Бориса Николаевича. У нас целые коробки с этими письмами, они все сохранились. Это был тот период, когда Ельцин стал быстро, стремительно, просто вот обвально приобретать популярность. Горбачев ничего не сделает. Он один в поле не воин, Горбачев. Не очередная ли болтолот? Правильно. Многие хочется верить. Понимаете, устали уже, хочется верить. Мы вышли на научные акции, небольшие, по 5-6 человек, с плакатами, где был портрет Ельцина. И вот буквально на наших глазах из партийного аппаратчика вырастал просто вот лидер народного движения. Выборы народных депутатов. Впервые за многие десятилетия нам дан реальный шанс повлиять на жизнь страны. Первые демократические выборы за 70 лет. Жизнь ставит перед нами со всей остротой задачу возродить полновластие Советов народных депутатов, и полумерами здесь не обойтись. Основной принцип можно сформулировать так. Ни один государственный, хозяйственный или социальный вопрос не может решаться помимо Советов. Часть депутатов избиралась гражданами или по территориальным округам, или по национально-территориальным, чуть больше округам, а часть делегировалась, то есть избиралась от различного рода общественных организаций. Там 100 человек от коммунистической партии, 100 человек от комсомола, 100 человек от профсоюза и так далее. А половина-то избиралась. И вот та половина, которая избиралась по одномандатным округам, там первые секретари и представители номенклатуры потерпели просто унизительное поражение. Российский народный фронт голосует за Ельцина, потому что Ельцин своей бескомпромиссной позицией и будучи секретарем первым в Москве и на 19-й партконференции показал, что он способен решать сложные политические вопросы, что он это делает честно и открыто. Это смелый человек, это настоящий коммунист, которых, к сожалению, в нашем руководстве весьма и весьма мало. Будет Ельцин, будет все, будем жить. Ельцин, Ельцин, Ельцин. Ельцин, 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 Ельцин. Ельцин, который избирался в Москве по первому территориальному округу, получил более 90% голосов. То есть уже в тот момент было понятно, что коммунисты Москву Ельцину проигрывают начисто, и что это надолго, если не навсегда. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. В Москве сегодня продолжил работу съезд народных депутатов СССР. Слово предоставляется товарищу Ельцину Борису Николаевичу. Уважаемые товарищи депутаты, уважаемые избиратели Москвы и других регионов страны. На съезде решается главный вопрос. Это вопрос о власти, которая по праву должна принадлежать народу в лице его высшего законодательного органа, то есть съезда народных депутатов. Страна смотрела, не отрываясь. Первый раз, кроме официоза, вот живые люди на экранах. Заседания депутатов по рейтингу перебивали футбольные матчи, то есть слушали по радио. Оказывается, можно свободно говорить. Съезд народных депутатов СССР приковал к себе внимание советских людей как ни одно событие за всю историю гласности. Демократия, конечно, родилась тогда. И родилась она не снизу, ее дали. Поэтому она так легко и ушла, что никто за нее на смерть не шел. Не могу не высказать еще
одно беспокойство. На фоне общего ухудшения экономической ситуации и обострения национальных вопросов происходит рост личного влияния и личной власти в руках главы государства. Эти ножницы могут привести к соблазну решить наши сложные проблемы силовыми методами. И мы можем вновь оказаться, сами того не заметив, в плену нового авторитарного режима, новой диктатуры. Моментально, конечно же, вокруг него собралась такая демократическая элита страны, Советского Союза. Потому что своими последними действиями последних месяцев Горбачев оттолкнул эту часть от себя. Образовалась межрегиональная группа, демократическая группа в съезде народных депутатов. Возглавляли Сахаров и Борис Николаевич Ельцин. Возникает некий альянс между Ельциным и академиком Сахаровым, достаточно далекими людьми между друг с другом, да, но они сходятся в общем поле, так сказать, необходимости глубоких преобразований в стране. Исходя из принципов народовластия, съезд народных депутатов заявляет: первое, статья 6 Конституции СССР отменяется. Высочайшей нравственности человек. И, в общем, он моральный лидер в обществе. И не только в обществе. Моральный лидер. Безусловный моральный авторитет, конечно, принадлежал Андрею Дмитриевичу. И во всех дискуссиях к нему обычно апеллировали в конце, чтобы он как-то рассудил спорящих. Я также, как товарищ Ельцин, еще раз призываю защитить демократию, защитить перестройку. И все то, что нам так необходимо. Ельцин, конечно, был таким несомненным политическим лидером, и до вот ухода Сахарова это была такая система с двумя лидерами. Ельцин был незаменим, он мог ведь любому секретарю обкома позвонить. Конечно, это харизматичная фигура. Это вообще, по большому счету, если бы оппозиция в лице межрегиональной депутатской группы не получила личность Ельцина на свою сторону, то неизвестно, как бы наша страна развивалась. И элементы популизма, которые двигали, значит, им, они, конечно, сыграли очень важную роль в том, что оппозиция резко поднялась, так сказать, и где-то затем победила. И он все время шел мотором, таким бульдозером. Точно помню сейчас даже жест. Надо идти на Голгофу, иначе проиграем. Передача советской власти полностью по существу от партии народу и его высшему органу съезду народных депутатов. Съезд народных депутатов СССР. Он раскачал всю ситуацию, раскачал людей. Он подпитал надежды людей на быстрые перемены, и что эти быстрые перемены дадут быстрый положительный результат, улучшат жизнь. Вот состояние страны было. Я помню митинги того времени в Москве, 100-тысячные, 150, может быть, даже тысячные, скандировавшие непрерывно, чуть ли не до истерики: «Ельцин, Ельцин, Россия! Ельцин, Ельцин, Россия!» Для приветствия государственного флага Российской Советской Федеративной Социалистической Республики прошу встать. Ельцин уже тогда, как один из лидеров межрегиональной депутатской группы, не скрывал, что он собирается баллотироваться в Верховный Совет России и возглавить Верховный Совет России. И все понимали, что это будет некая альтернатива Горбачеву. Особого накала обстановка на съезде достигла
при обсуждении кандидатур на пост председателя Верховного Совета РСФСР. Кто хочет нам подсунуть, что он владеет искусством, в один раз все решит сразу, и что если бы он был у власти, уже бы страна процветала, а сейчас хотят этот рецепт России подсунуть, так сказать, стране не удалось, тут хотят подсунуть. Я вам прямо скажу, это политические мошенники. Я очень хорошо помню все попытки самыми противоестественными средствами сладить тогда с Борисом Николаевичем Ельциным. Это были информационные сюжеты и материалы, связанные, допустим, с его выступлением в университете Джонса Хопкинса в свое время. Я на всякий случай партийный билет взял с собой, чтобы там его, пока я здесь, не отобрали. Мы знали, откуда он происходит, прекрасно. Мы знали его ошибки. Мы знали, что он любит заложить за воротник. Но мы знали, что лидер. Понимаете? В то время людей крупнее просто вот по калибру, чем Ельцин, просто не было. Это была первая должность, вокруг которой шла политическая борьба. Это должность председателя Верховного Совета. Голосовали мы много раз. Поданные голоса распределились следующим образом. Ельцин Борис Николаевич за 535, против 502. Это вызвало у Горбачева желчную такую реакцию. Но это было закономерно, потому что во многом избрание Ельцина было обеспечено деструктивной деятельностью самого Горбачева. Когда вы вновь найдете согласие с Горбачевым? Или ваш разрыв уже навсегда? Нельзя так считать, ведь это не разногласие между Горбачевым, Ельциным, Горбачевым. Это разногласие в двух политиках, в двух подходах. Президент хочет сохранить систему, сохранить ее. Хочет сохранить этот огромный бюрократический, так сказать, командный, так сказать, властный аппарат. Рухнула стена Берлинская, 89 год. Дальше были вот эта трагедия в Румынии, которая колоссальное впечатление, кстати, на партийный аппарат произвела, в том числе и в России. Они не говорили об этом публично, но вот то, что они увидели, это был ужас для партийного аппарата в том числе. В Румынии, как известно, генеральный секретарь коммунистической партии был расстрелян. Германия, не спрашивая разрешения у Советского Союза, объединялась, и ГДР вошла в состав ФРГ. Ну, то есть советский блок на глазах разваливался. Соцдемократии, как они тогда назывались, одна за другой сбрасывали коммунистические режимы. И СССР в этих условиях уже был не в силах повлиять на события. И тут надо отдать должное Горбачеву, и его мудрости и выдержке, что он не попытался каким-то способом, каким-то образом противостоять этим процессам. Ну, например, не вводить войска, не вводить танки, как это случалось в прошлом. Ну, а в феврале 1989 года произошло очень важное событие. Советские войска были выведены из Афганистана, и вся эта военная авантюра для Советского Союза по существу стала тем же, чем для Америки была война во Вьетнаме. Если бы в 1979 году мы могли выходить на улицы города и говорить то, что считаем нужным, если бы наши точки зрения могли проявляться на улицах многотысячными шествиями и манифестациями, наш народ не был бы втянут в позорную авантюру, которая длилась 8 лет. Нам бы не пришлось сегодня выходить из Афганистана, имея 13 с лишним тысяч убитых и 30 с лишним тысяч раненых. Ну а в то же время по окраинам Советского Союза, в Чечне, в Нагорном Карабахе, в Грузии, в Приднестровье, в Таджикистане, на фоне ослабления власти Москвы многие национальные республики почувствовали реальную возможность воспользоваться своим правом на отделение от СССР.
Появились национальные и националистические движения разного типа. Вспыхивали, с одной стороны, межэтнические конфликты, а с другой – антимосковские митинги, на которые Горбачеву приходилось реагировать силовыми методами, в том числе под давлением его консервативного окружения, которое он, увы, выбрал сам себе к этому моменту. Что, в свою очередь, еще больше отталкивало от него тех, кто тогда называл себя демократами. Все понимали, что Михаил Горбачев каждый день какое-либо реальное влияние на управление вот этим пространством, названием Советский Союз, теряет. Страну трясло и разрывало на части, но при этом все советские партийные механизмы власти продолжали функционировать со скрипом, но продолжали. И вот летом 1990 года Михаил Сергеевич Горбачев решает созвать в Москве 28-й съезд партии. Думаю, еще даже не подозревая, что он станет последним. По поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза 28-й съезд КПСС объявляю открытым. 28-й съезд – это последний шанс. Или партия будет сильной и пользоваться авторитетом у народа, или она расколется, распадется и не будет иметь того значения для общества, которое она имела многие годы. То есть вы считаете, что возможен раскол на 28-м съезде? Возможно. Тысячи делегатов со всей страны в президиуме, все руководство Центрального комитета во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И выходит Борис Николаевич Ельцин на трибуну. Пожалуйста, Борис Николаевич. Долго раздумывая, я пришел к выводу, и об этом решении хотел заявить после 28-го съезда партии. Но учитывая сегодня выдвижение моей кандидатуры в состав Центрального комитета партии, я должен сделать следующее заявление. В соответствии со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляя о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями республики. И гордо поднятой головой выходит через весь зал. Ни вправо, ни влево. Там есть направо выход, налево выход есть. Но вот меня потрясло то, что сидим в зале. Он идет прямо на нас, на зал, и гордо смотрит всем. Тяжелое испытание. Пройти 150 метров по полу Кремлевского дворца, где со всех сторон тебя не любят. Он прошел как такой триумфатор, но не победой, а победа, может быть, над самим собой. Двигаемся дальше. Я не думаю, что это предмет для дискуссии на съезде. Логически завершается весь этот процесс. Вот именно в нужное время, в нужном месте. Вот это был поступок, который привел к тому, что потом миллионы людей сдали партбилеты. Среди делегатов нет уже Владимира Николаевича Лысенко, Анатолия Александровича Собчака и еще нескольких активистов первого этапа съезда. Они вышли из КПСС. Кто-то из этого хора еще покинет родную партию, как это сделали уже сотни тысяч бывших коммунистов. Это начиналась особенно острая фаза противостояния с Горбачевым. И последний момент, когда они вроде бы примирились, это начало августа, когда они договорились, что они будут вместе разрабатывать эту знаменитую программу «500 дней».
Горбачев, Ельцин, Рыжков, Силаев поручили специально вот созданной этой большой, талантливой, я считаю, группе Шаталина и Явлинского разработку этой программы, чтобы иметь общий рынок, чтобы все республики и весь Союз имели общую программу. После опубликования этой программы «500 дней» Ельцин и Горбачев договорились, что нужно создать совместную комиссию, вокруг этого начать работу и прочее, прочее. Она разрабатывалась долго, проходила целый ряд этапов. Вот она обсуждалась, потом отвергалась, потом заново обсуждалась. Неожиданно, значит, Горбачев испугался, что он потеряет власть, вот если эта программа будет реализована. Горбачев дал задний ход. Проход по Пушкинской улице временно закрыт. Просьба проходить через Копьев и Георгиевский переулок. Вход на станцию метро закрыт. Следи прямую. Мало того, что Горбачев, значит, от этого отказался, совершенно неожиданно к Москве стали подтягиваться десантники, стали подтягиваться войска. Так, внимание, слушай команду. Направо следуем за мной. Кого вы защищаете? А потом будет стыдно за то, что сейчас делать будут. Ваши матери точно так же мучаются, как и ваши дети. Вас проклянут потом. Как не стыдно, а? В чем дело? Что? Все стали возмущаться. Пройду, я просил, уже многие пропустили. Какой переулок? 70 лет буду ходить. Я в театр по совету иду. Я куда иду? Я депутат, сэр. Это такое. Да что вам? Готовились серьезные акции. Это была первая попытка Горбачева, когда съезд народных депутатов то ли должны были разогнать, то ли не должны были разогнать. В общем, ситуация была такая качающаяся. Вот, были введены войска в Москву, и понятно, что стояло серьезное противостояние. Горбачев! Уходи! Горбачев! Уходи! Горбачев! Уходи! Горбачев! Очень странная кадровая политика Горбачева. Она, в общем, отталкивала коллег Горбачева. Наша армия используется только по своему прямому предназначению. Она должна быть надежным гарантом социалистической государственности, стабильности в стране, сохранения мира на земле. Спасибо за внимание. Появление таких людей, как Крючков. Моя позиция состоит в том, что нам есть что защищать и должно быть чем защищаться. Увольнение Шеварднадзе, который в тот момент, будучи министром иностранных дел, в общем, был одним из главных союзников и проповедников той линии, которую вел Горбачев. Наступает диктатура, заявляюсь со всей ответственностью. Я ухожу в отставку. Пусть это будет моим вкладом, если хотите, протестом моим против наступления диктатуры. Я все же верю, что будущее за демократией и за свободой. Спасибо большое. Когда в декабре 90-го, то есть, по сути, уже накануне распада страны, министр иностранных дел Шеварднадзе сказал, что в стране идет военный переворот. Программа «Взгляд», мы сказали, что мы не можем выйти в эфир без этого события, и нас закрыли. Вот на этапе 90-го года Горбачев начал избавляться от своих, так сказать, будем говорить, ультрадемократических сторонников. И, значит, пошел под крыло консерваторов. Его немедленно обвинили в том, что он продался, так сказать, переметнулся, он изменил дело демократии. В его представлении это была измена демократов. Они-то, дескать, должны были понимать, что он по существу играет роль заслона их, вот этих самых, так сказать, ретивых демократов от того, чтобы с ними не поступили, как китайцы со своими в 1989 году. И даже когда, став президентом Советского Союза, и одновременно он все-таки исполнял
все функции и обязанности генерального секретаря, это вот этот дуализм, он не был на пользу дела. Это здесь он был демократичный, такой современный. Приходил туда, он попадал в болото этих своих сотоварищей, которые все время по тормозам, да мы торопимся, да нет, да народ не поймет, да народ убежит, да народ... Это все, конечно, чушь собачья. Вот двусмысленность, несчастная по существу судьба любого реформатора, который замахивается на радикальные перемены. Нам становилось, конечно же, понятно, что роль партии, роль диктатуры партии переходит к Лубянке и переходит к Крючкову. Мы считаем, что безопасность государства является долгом и обязанностью каждого советского гражданина. Типичным примером непоследовательности Горбачева, его неготовности принять реальность, непонимание того, в конце концов, что происходит, стали события в Вильнюсе, когда в Литву, которая уже объявила о своей независимости, были введены войска. После нескольких дней противостояния при штурме советскими войсками Вильнюсской телебашни погибло 13 человек, и несколько сотен было ранено. Впоследствии, видимо, осознав, наконец, что произошло, и пытаясь уйти от ответственности, Горбачев заявил, что он об этой акции не знал ничего. То есть Горбачев продолжал свою стратегию бесконечного маневрирования между консерваторами и демократами. И доманеврировался он до такой степени, что растерял поддержку и тех, и других. За последнее время у нас приятное становится все меньше и меньше. Но мы, тем не менее, вынуждены говорить правду. Дорогие товарищи, я вношу предложение в повестку дня включить вопрос о вотуме недоверия президенту СССР. Руководить дальше страной Михаил Сергеевич не имеет просто морального права. Нельзя требовать с человека больше, чем он может. Все, что он мог, Михаил Сергеевич сделал. Я отмежевываюсь от позиций и политики президента, выступаю за его немедленную отставку, передачу власти коллективному органу Совету Федерации Республики. Я сделал свой выбор, и каждый должен сделать выбор и определить свое место. Вот смотрите, весна 91-го года. Требуют отставки Горбачева, с одной стороны, радикалы во главе с Ельциным, потому что его обвиняют в авторитаризме, в том, что он хочет, так сказать, ввести диктаторский режим. И одновременно отставки Горбачева требует Верховный Совет, полковники, почти черные, которые, видя, что Горбачев не решается применить силу для того, чтобы удержать Прибалтику, Армению, не идет на то, чтобы там навести порядок в Карабахе, колеблется в отношении крымских татар, какую выбрать среднюю дорогу, среднюю тропинку, без того, чтобы вот эти, кстати говоря, крайние силы не вцепились друг к другу в глотку, то есть избежать гражданского конфликта. И вот в попытке успокоить консервативные силы Михаил Горбачев остался без своих главных союзников, демократических союзников, без Александра Яковлева и без Эдуарда Шеварднадзе. И единственной надеждой на таком фоне, единственной надеждой Горбачева весной 1991 года на сохранение собственной власти был так называемый Новоогаревский процесс, на котором разрабатывался проект нового союзного договора. В июле 1991 года, я считаю, был подготовлен такой оптимальный по содержанию, по структуре, весьма оптимальный такой союзный договор, который готовы были подписать все 12 республик, ну, исключая Прибалтийские республики, это естественно. Остальные 12 республик, все лидеры готовы были подписать. Я считаю, что в июле
1991 года еще был шанс сохранить союз в конфедеративной форме, вот в окончательной редакции. Консервативные силы во власти во главе с руководителем КГБ Крючковым прекрасно понимали, что им не будет места в правительстве нового союза. Потому что процесс создания нового союзного договора вместе с Горбачевым возглавили Ельцин, который 12 июня уже стал президентом суверенной России, президент Казахстана Назарбаев и другие лидеры республик и политики, скажем так, либерального толка. Причем, обратите внимание, это очень важно, подписание нового союзного договора было назначено на 20 августа 1991 года. Ближайшие соратники Михаила Сергеевича по руководству страной и партийному руководству, министры силовые, премьер-министр, категорически были против какого-либо нового юридического документа и отстаивали неизбежность и жизненную необходимость чрезвычайных решений. Павлов выступал на Верховном Совете, его поддерживали активно и Язов, и Пуга, и Крючков. Они без конца убеждали Горбачева, что эти твои демократы распоясались, что люди не работают, что, значит, в экономике большой кризис, в регионах непонятны последствия, надо наводить порядок. Все это вместе создавало такую достаточно тяжелую атмосферу ожидания какой-нибудь драмы, которая, скорее всего, произойдет. И после проекта нового союзного договора, после которого стало ясно, что никакого союза в прежнем, в традиционном его понимании просто не будет, росло ощущение, что будет нанесен какой-то ответный удар. Но как, в какой форме, когда он последует, об этом никто, естественно, догадываться не мог. И уж точно никто не ждал его в эти отпускные дни в середине августа.